Представьте момент своего триумфа. Тот самый миг, когда все, о чем вы мечтали, внезапно стало реальностью. Может, это не произошло быстро, может, это произошло не постепенно. Это был рывок, вспышка, лотерейный билет, виральное какое-то там видео, внезапное наследство или взлет по карьерной лестнице, которого вы ждали. Вы стоите на вершине, ветер у вас там в ушах свистит. Внизу мир кажется каким-то маленьким, незначительным, далеким. Вы чувствуете себя особенным и избранным. Вам кажется, что законы гравитации, которые действуют на обычных людей, больше не имеют над вами власти. Вы смотрите на свои руки и чувствуете силу. Вы смотрите на свой банковский счет и чувствуете вообще какое-то бессмертие. Смотрите в зеркало и видите там победителя. Это можно назвать опьянением. Чистое биологическое опьянение своим успехом. Ваш мозг залит дофамином. Ваша самооценка просто раздута до размеров какого-то дирижабля. И в этом состоянии вы совершаете самую главную ошибку. Вы начинаете верить, что эта высота ваша собственность. Вы начинаете верить, что здесь вы по праву своего величия, а не по воле случая или временного стечения обстоятельств. Вы перестаете смотреть под ноги, вы перестаете проверять страховку. Но знаете, у высоты, на которую вы не зашли своими ногами, есть одна особенность. Она чужая. Ваше тело здесь, но ваша психика осталась там, внизу. Вы водолаз, которого слишком быстро поднялись с глубины. Это можно назвать кессонной болезнью. А кессонная болезнь души уже начинает свою разрушительную работу. Почему именно те, кто взлетает быстрее всех, разбиваются громче всех? Почему успех, который пришел мгновенно, почти всегда становится ядом? Что происходит с фундаментом личности, когда на него внезапно водружают какой-то небоскреб? Давайте в этом видео подойдем к механике взрывного успеха. Давайте разберем, почему наша система безопасности начинает саботировать наш триумф. Давайте поймем, почему резкий взлет – это не подарок судьбы, а самое суровое испытание, которое она могла нам подготовить. Друзья, давайте разберем физику этого процесса. Вот любая структура имеет предел прочности. Вот ваш бизнес, ваша карьера, отношения и прежде всего ваша психика – это здание. Чтобы здание стояло надежно, его фундамент должен соответствовать его весу. Когда вы растете постепенно, то ваш фундамент укрепляется вместе с этими этажами. Да, вы совершаете мелкие ошибки, переживаете там небольшие потери, но вы учитесь справляться с критикой, с ответственностью, с деньгами по чуть-чуть. Ваша психика успевает адаптироваться. Она прорастает в новый статус. Но когда происходит резкий взлет, вы просто достраиваете 50 этажей за одну ночь на фундаменте одного домика. Снаружи это выглядит как чудо, а внутри это выглядит как полная катастрофа. Ваша идентичность не успевает за вашим успехом. Вот вчера вы были парнем из соседнего двора, а сегодня вы миллионер или там звезда какая-нибудь. И внутри вы все еще тот самый парень. Вы чувствуете себя просто каким-то самозванцем. Вы боитесь, что завтра все узнают правду, что успех – это какая-то ошибка. И внутренний конфликт начинает искать выход. Ваша система безопасности, видя, что конструкция полностью перегружена, включает режим саморазрушения. Это происходит неосознанно. Вы начинаете просто тратить деньги на какие-то безумные вещи. Вы ссоритесь с теми, кто помогал вам всегда в начале. Вы начинаете верить в свою непогрешимость и принимаете просто фатальные, самоуверенные какие-то решения. Вы словно специально подпиливаете эти балки своего собственного небоскреба, чтобы он наконец-то рухнул и вернул вас в привычное состояние «я внизу». Там внизу страшно и плохо, но там просто понятно. Там ваш фундамент не трещит по швам. Знаете, резкий взлет лишает вас самого главного опыта преодоления. Вы не знаете, как вы сюда попали, а значит, вы не знаете, как здесь просто удержаться. Вы пассажир самолета, который случайно оказался в кресле пилота на высоте там 10 тысяч метров над землей. Да, у вас есть все рычаги управления, у вас есть красивая там форма, но вы не знаете, что делать, когда начнется турбулентность.
когда загорится какой-нибудь значок тревоги, сигнал тревоги. А турбулентность начинается всегда обязательно, потому что мир всегда стремится к равновесию. Что такое падение после взлета? Это не наказание, это просто возвращение к заводским настройкам. Это момент, когда реальность говорит вам: давай проверим, что ты на самом деле стоишь без этой сверкающей обвертки, которую на тебя надели. Когда человек падает с высоты быстрого успеха, он теряет не только деньги или статус, он теряет веру в саму логику жизни. Ему кажется, что мир несправедлив, ему кажется, что его кто-то предал. Но посмотрите на это глазами наблюдателя. Падение – это единственный способ заставить вас строить настоящий фундамент. Только оказавшись на земле после полета, вы начинаете понимать разницу между казаться кем-то или им быть. Вы начинаете ценить каждый сантиметр пути, пройденный своими ногами. Настоящая сила – это не умение взлетать. Настоящая сила – это умение выдерживать вес собственного присутствия в этом мире. Это когда наши достижения – это естественное продолжение нашей личности, а не случайный нарост какой-то на ней. Вот многие спрашивают, как избежать падения, если мне повезло взлететь? Ответ жесткий будет – никак. Если вы взлетели слишком быстро, вам придется спуститься. Вопрос только в том, будет это управляемая посадка или бесконтрольное падение. Управляемая посадка требует огромного мужества. Это значит сознательно замедлить свой рост, сознательно отказаться от части прибыли или славы ради укрепления своего тыла. Это значит признать, что мы еще не готовы к этой высоте. Вот вы готовы признать свою неготовность в момент величайшего триумфа? По праву 99% людей не готовы. Они выбирают лететь дальше, пока не закончатся крылья. Но помните, тень от высокого здания всегда длиннее и холоднее. Чем выше вы поднялись на тонких ногах, тем гуще будет мрак вокруг вас, когда солнце начнет садиться. Друзья, зрелость наблюдателя – это понимание, что быстрый путь почти всегда ведет в тупик. Настоящий успех – это скучно, это долго, это монотонно, это 1000 маленьких шагов, каждый из которых проверен на свою прочность. Разрешите себе расти медленно, разрешите себе не быть гением за одну ночь. Пусть ваш успех будет таким, чтобы вы могли на него опереться, а не таким, чтобы вам приходилось его постоянно поддерживать своими уже слабеющими руками. Но, знаете, есть еще одна ловушка. Даже если вы поднялись правильно, даже если ваш фундамент очень крепкий, даже если вы мастер своего дела, в какой-то момент вы обнаружите странную вещь. Вы получили все. Вы стоите на вершине, которую строили годами. Вы в безопасности, но радости почему-то нет. Успех, за который вы заплатили годами жизни, внезапно начинает казаться временным. Словно как будто это декорация, которую вот-вот уберут. Словно вы арендовали эту жизнь, а не купили ее. И это чувство временности успеха отравляет наш каждый завтрак, каждую встречу, каждый триумф. Почему даже заслуженный успех часто ощущается как хрупкий замок из песка на пляже? Почему мы боимся, что завтра все исчезнет, хотя причин для этого нет? И где прячется та дыра в нашей психике, через которую утекает все удовольствие от достигнутого? В следующем видео мы разберем эту глубокую тревогу победителя. Мы пойдем в тему, почему успех всегда ощущается как временный. Мы поймем, как перестать ждать конца и начать наконец-то владеть тем, что у нас есть. Мы продолжим изучать траекторию нашего пути, шаг за шагом, слой за слоем. Друзья, напишите в комментариях одно слово. Вы когда-нибудь взлетали слишком быстро? Каково было на вкус ваше падение, если, конечно, оно у вас было? Просто назовите это. Горечь, соль, пепел. Оставайтесь со мной, друзья. До встречи.